Обычно, когда шум вокруг Трампа спадает, появляется Трамп и что-нибудь говорит. И он снова сейчас что-то сказал, и пока шум снова не поднялся, давайте ознакомимся с тем, что сказал Дональд Трамп. Дональд Трамп предупредил Тегеран, что уже много чего говорилось и со стороны Тегерана, и уже ООН рассматривает, чтобы вести боевые действия, к нему обратились страны Персидского залива, чтобы как-то с Ираном надо что-то делать, то есть чтобы были объявлены боевые действия, все очень серьезная ситуация. И тут снова Дональд Трамп о себе напоминает, и он предупредил Тегеран, что через 40, он выжидает некоторое время, которое он им дал, 48 часов истекут 10 дней, которые были отведены для заключения сделки с Вашингтоном. Цитата такая: «Помните, я дал Ирану 10 дней на то, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив. Время на исходе, через 48 часов на них обрушится весь ад», написал президент США в своей соцсети. Ну, собственно говоря, такая новость, особенно мне даже прибавить нечего, следим все равно за ситуацией, ситуация тревожная, на самом деле она совершенно не смешная, потому что объявление войны, вот я так сейчас не вспомню, сколько-то десятков лет в мировом пространстве международном фактов объявления войны не было, это что-то к подобному идет. И это очень серьезная штука, на мой взгляд. Плюс к этому, знаете, хотелось немножко от себя добавить, потому что многие обсуждают это, и что касается территории Украины, и то, что вот и Ближнего Востока сейчас касается. Давайте не забывать, то, что многие, да, Китай на этом наставит. Все должно свестись к переговорам. Не забывайте, что переговоры – это не такая штука, что вот на чем остановились, быстренько переговорились и пограничные столбы поставили. Так практически никогда не работает. И как же фильм назывался, там, где нападение было на евреев во время Олимпиады, на Ф, господи, вылетел город. Напомните, у меня просто память на название не очень хорошая. Фильм такой. И там, короче говоря, по сюжету фильма есть некая организация, какие-то, по-моему, бывшие фронтовики Вторую мировую, они просто все отследили, и они были обижены на все государства. Они вообще ни с кем не контактировали, такая полупреступная организация, могут достать оружие. А в чем суть, почему они обиделись? Потому что они проливали кровь, а когда дошло дело до переговоров, то все так переговорили, что, в общем-то, мир так и распилили. Просто это пилил не Гитлер, а пилили другие державы-победители, так сказать, которые, в общем-то, руководствовались исключительно какими-то меркантильными интересами, их это жутко возмутило. То есть я к чему? К тому, что есть те, кто гибнут, есть те, кто, то есть военнослужащие, есть те, кто вокруг мира населения. Все страдают, а политики что-то говорят, а когда политики доходят до переговоров, то там вообще про справедливость, в общем, как бы так, не на 100% частенько бывает. То есть не надо ждать переговоров, что это будет какой-то такой святыня. Что касается Украины, тоже вот от себя бы добавил, то что, на мой взгляд, почему никто не соглашается? Вот примеры потому, о чем я сейчас говорю. Это как пример, когда была русско-турецкая война, освободили Болгарию, например, а потом половину освобожденной территории во время уже переговоров, там все что-то переделили, и, короче говоря, очень сильно освобожденную территорию мирными переговорами уже отодвинули обратно. Это когда от осман избавлялись. Вот, этого могут бояться, то есть этого могут бояться, например, все участвующие, бог его знает, что там кто нарешает, согласится ли Путин, чтобы, да, все, останавливаемся, все, как каждый остается при том, что он достиг, вы просто отдаете, там, не знаю, ЛНР, ДНР, Крым, Краснодарский край тоже, в общем, не совсем ваш, и так далее. Как бы кто к этому не относился, к этому может отнестись отрицательно Владимир Владимирович. Да, или Зеленский, он ожидает тоже, он тоже не знает, придут какие-то державы, у них у каждого там свои интересы, тоже там начнут что-то рассказывать о том, как лучше, и он тоже может не согласиться. А когда ты уже согласишься все остановить и пойти к выборам, ты назад-то не отыграешь, нет, что-то мы так, все, так, значит, снова воюем, да, так это не работает. Поэтому, чтобы пришло к выборам, как правило, должно быть уже с боевыми действиями, прям какие-то конкретные точки. Так, чтобы вот все. Про это только анекдот есть, да, война закончена, да, в концлагере выходит там нацист и эсэсовец, говорит, война закончена, одевайтесь, идите домой, всем спасибо, да, так не бывает, так только в анекдоте, грубоватом, черном, может быть. Вот я к чему. И поэтому вот такие вещи, то, что сейчас на Ближнем Востоке, это очень тревожный момент. И так, чтобы вот сейчас прям, давайте все остановим, вот когда Китай. Китай либо всех за дебилов держит, либо, как всегда, просто играет словами. Нельзя, вот сейчас с Ираном уже тоже нельзя остановить. Вот если кто-то меня слушает, чтобы никого не обижало, там еще сейчас тебя остановишь.
Ну, то есть это уже не будет работать. То есть какие-то точки должны быть поставлены. И самое интересное, что тот самый арабский мир, того самого залива, они это, надо отдать должное, очень хорошо понимают, что вот здесь сейчас точку поставишь, завтра там пол Европы будет взлетать, там, если нету для прямых возможностей, ну, теракты начнутся и привет. Так не останавливается боевые действия, все, давайте, все идем по домам, всем спасибо. Нет, дорогие мои, здесь это такие вещи, это рычаг в одну сторону. Если ты начал, заканчивать уже будут другими способами. И только потом уже будет выходить на переговоры. Ну вот со своей стороны решил это добавить, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Напишите, кстати, если вы не согласны, что может быть как-то по-другому это работает. Мои исторические познания достаточно поверхностные, но достаточно для того, чтобы сложилась картина, что как-то по-другому редко бывает. Не просто так существует выражение «война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат». Ну так не бывает, что он вчера своих хранил и так далее. Короче, напряжение все равно остается, и долги потом еще долго раздают, так что желательно, чтобы, ну как нежелательно, да, в условиях боевых действий какие-то желательно слово уже звучит по-другому, то есть это другой мир. Там другой набор ценностей, поэтому люди обычно говорят, что лучше бы ничего не начинал, то есть не дай бог войны, потому что если она начнется, начинается другая шкала ценностей. Ну, собственно говоря, то, что хотел добавить, а так Трамп напоминает, что вот есть такой срок, значит, и тут не должно быть так, что прекратите. И Трамп такой, ой, извините, я прекратил. Он потому и раздражается Европой, Европа поэтому раздражается им, потому что он начал то, что заканчивать придется, а в Европе, я думаю, это очень хорошо понимают. Именно так, как я сейчас сказал, то есть это где-то надо ставить боевые точки, моря, буры, речки вокруг этого, и только потом переговоры, где еще опять кто-нибудь будет чем-нибудь недоволен. Поэтому все не любят обычно боевые действия, но некоторые их регулярно начинают. Вот то, что хотел добавить от себя к тому, что напомнил со своей стороны Дональд Трамп. Вот такая ситуация, друзья мои. А уж, да, правильно было начинать, неправильно, ну, тут уже, как говорится, опять же, да, на волю каждого, что такое вообще боевые действия, они всегда предусмотрены в каждой стране, ну, в большинстве стран есть свои армии, вооруженные силы. Почему они есть? Ну, потому что бывают ситуации, они так и называются, когда, да, так сказать, переговоры зашли в тупик или дошли до силового решения тех или иных вопросов, которые невозможно было решить переговорным путем. То есть, если уже дошло говорить про то, что давайте переговоры, ну, только дурак, ну, либо Китай, может сказать. Ну, так, не хочу обидеть китайцев, они скорее просто дистанцируются такими формальными формулировками, ну, после которых их не хочется оценивать, потому что, ну, это несерьезно. Это даже не демагогия, это даже до нее не дотягивает, это даже не риторика, а просто, ну, типа того, что отвяньте, мы на этом хорошо заработаем. Я бы это так перевел. Впрочем, переводите, как это видите вы, может быть, вы видите это лучше, ну и так далее, да. Я все-таки не политолог, хотя и где-то рядом, но мне это видится так, что это очередная точка. То есть, еще раз, да, очередной Рубикон, он уже перейден. Все, тут уже не будет такого, что, ой, давайте все, хватит, расходимся. Не, все. Что с Украиной? Все, расходимся, легко не будет. Что здесь? Потому что все прекрасно понимают, что переговоры это уже новая форма, и под нее уже должно быть как-то все где-то. Это как с Нагорным Карабахом тоже взяли, там встретились, все, мы все помирились. Нифига себе. Ну, вы можете помириться, но тогда это все равно как зашить, понимаете, гноящееся полевое ранение. Полевое ранение сразу не зашивает, его чистить надо. Ну, зашьете там, все, просто потеряете там, хорошо, если часть тела, а то и жизнь. Поэтому сначала все должно быть уже тогда вычищать. Лучше не начинать, но если уже начали, то надо заканчивать. В этом ужас ситуации, на самом деле, на мой взгляд. Впрочем, пишите еще раз, как на ваш взгляд, и увидимся. Самое главное, берегите себя, пока что есть места, где еще... Сейчас уже тренд в ТикТок, где жить, чтобы тебя не прибили. Кстати, дожили мы. Мы с вами ищем. Раньше было больше мест, а сейчас же все, везде суверенитет. Не знаешь, куда сдернуть. Вот так вот. Если ты пацифист, например, то для тебя места нет. Ты, конечно, хороший, ты молодец, да, гуманитарные ценности, но места тебе на этой планете нет. Ты должен быть где-то. На околоземной орбите. Увидимся. Там и увидимся.